Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня мы поговорим про цену биткоина. Произошел этот рост. Биткоин, конь на длинных ногах. Банк Америки многие сейчас выливают деньги в этот криптоактив, потому что большие банки сыпятся, и вы сами видите, что происходит в обществе, да. Старая система рушится, это прям видно. Так, из последнего у нас Атлант на пробитии вот этого блока, закрепление и переключение свечи, да, у нас произошло, то есть он заранее предупредил. Самый тяжелый паттерн, расширяющийся клин, очень тяжелый, мне очень не нравится. Те, кто здесь взял позицию по Атланту, сейчас вы в плюсе, подтяните стоп в безубыток, и можно понаблюдать за вот этим ростом. Конечно, у нас сейчас может цена оттолкнуться от верхней трендовой и уйти вниз. Важный психологически сильный уровень 30 091 доллар. Ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет. Но я вчера говорил в группе. Так, сегодня у нас 15:30 новости, базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж тоже нужно последить будет. Так. Подписываемся в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Телеграм-канал называется BitAtlant. Торгую я через терминал TradingView на бирже BinX. Тоже ссылочки внизу в описании. Приходите к нам на биржу. Те, кто подпишется по моей реферальной ссылке, получают дополнительные бонусы, скидки на комиссии. И мы в группе BitAtlant. Я уже до этого говорил, что я каждые 8 дней либо на хороших проливах, в данный момент у нас был сильный рост по клеверу, да, я говорил, что я откупаю клевер, в данный момент там профит вот составлял, на эту публикацию 6 апреля было там $236. Мы этот челлендж идет до августа, июль, август месяц, там посмотрим, где-то в августе будем завершать его, и если он даст хороший плюс, возьмем весь профит, который есть, и разделим между нашими участниками нашей платной группы. То есть не те, которые, конечно, в июле или в августе придут, ребят, посмотрим еще там, возможно, вы уже не будете попадать под эту акцию. Но те, кто пришли, там старички у нас есть, да, те, кто давно с нами находятся, и те, кто сейчас ближайшие до июня, да, август, май, июнь, вот эти ребята, кто приходят, эти средства будут распределены среди наших участников, в общем. Такой как airdropчик. Вот. Так, вчера я в группе говорил, ребята, смотрите на прошлое, хорошо, давно я на прошлое не смотрел. Обратил внимание, что у нас старые цели из того накопления, которое было, старая цель это у нас 34 000 3 восьмерки по уровню Фибоначчи 35 706,
и 31 844, да, которые цели были. Вот мы потихонечку движемся в этом направлении наверх. Глава СЕК Гарри Генслер еще, кстати, у нас скоро будет. Была высокая активность какая-то на закупках, да, у нас там ADA, Cardano закупали на 35 тысяч биткоинов, кстати, перед этим ростом. Потом ADA, Dogecoin, да, тоже была такая крупная закупка. Ну и старый уровень не заставил себя долго ждать. То есть это психологическая отметка старого, трендовая, новая. Когда у нас цена пробивалась вниз, вот этот уровень, блок психологический, ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет, да, тут пробились. Атлант подсказал, что будет выход вниз, но мы уперлись в трендовую и потихонечку начали, молоточки, да, видите, появляются, потихонечку начали нас разворачивать, вытаскивать за уши, можно так сказать. И мы опять пробили эту трендовую снизу вверх, вот оно пробитие. Пробились, закрепились, переключились на новую. Атлант закрепился в этот момент. Можно было вот здесь заходить в лонг-позицию. Те, кто следил за ценой. Лонг-приказы у нас уже открыты давным-давно. Кстати, у меня сейчас сообщение пришло. Эфир 2117. Сейчас мы еще на эфир посмотрим. Да, все хорошо. Пока все хорошо. Ну, рост всем нравится. На прошлое. Так, давайте посмотрим еще раз на прошлое. CZ опять был. То есть CZ постоянно говорит цифру 4. Вы, говорите, не забывайте, у нас фада будет очень много. Но сейчас, кстати, фад. Binance будет закрывать биржу. Но опять же, да, они будут закрывать, но где они будут закрывать? Они же будут закрывать American US, Binance US, помните? То есть это не относится ко всей бирже. Но помните PayPal, не Apple Pay, PayPal, да, все верно. PayPal есть такая фишка, что ты купил товар, и потом можешь, если тебе не пришел, да, ты можешь затребовать, и деньги у одного клиента забирать, то есть ты клиент и продавец. Вот у продавца деньги забирают и отдают тебе обратно клиенту. То есть у тебя и товар к тебе пришел, еще и деньги ты можешь затребовать назад, если товар какой-то плохой. То есть тут можно, там есть такие моменты, что можно даже товар назад не отправлять, а деньги забрать. То есть они там разводили по полной программе с этим PayPal. И слишком долго доказывать плохой, хороший товар, они там проверяют. Ну, короче, очень много проблем устраивают. И именно продавцу. Вот что-то подобное сейчас случится с Binance. То есть этот American US скажет своим э, своим клиентам, ну, американцам, да, скажем, бинансовским клиентам Binance, ребята, вы можете затребовать доллары свои обратно, которые вы потратили, да, на криптоактивы, которые ушли вниз. Ну, то есть то, что вы не заработали, вы можете, то, что вы потеряли на бирже, вы можете потребовать назад. Какие-то моменты вот из-за того, что не было регуляции. И сейчас многие, в общем, вот из этих клиентов воспользуются этой фишкой, да, и требуют с Binance этот момент, эти деньги. Поэтому, скорее всего, у нас в дальнейшем глобально будет понижение сильное.
потому что вот сейчас эту цену биткоина гонят наверх. Докуда ее догонят, еще посмотрим. Цели есть, трендовые есть. Посмотрим, докуда ее догонят. Желательно идти по графикам, по часовым, по 15-минутным таймфреймам, чтобы не опоздать, чтобы, вернее, сесть на поезд, который поедет в преисподнюю. Ну, конечно, это не относится сейчас к Черной пятнице, но такое, я именно этот поезд хотел показать. Так, давайте на прошлое еще взглянем одним глазком. Так, из прошлого у нас что было? Вот почему отмечено вот этот уровень, да, 30 346? Так, прогружается. Да, прогрузилось. 30 346. Здесь у нас получается, если смотреть на фиксированный профиль объема, то у нас как раз этот уровень, он самый сильный, да, уровень сопротивления, поддержки сопротивления. В данный момент у нас снизу он выступает как уровень сопротивления. Пробившись выше и закрепившись, у нас открывается цель в район 33 728. У нас открывается цель вот в эту область. А здесь у нас уровень сильный, это 39 тысяч. Как бы поступил, или как было бы выгоднее поступить CZ, да, например, чтобы чтобы American US, которые затребуют, там очень большие деньги полетят, и чтобы Binance устояла, ему выгодней было бы, чтобы цена биткоина вышла на новые уровни, да, наверх. И чем он будет дороже биткоина, биткоин у них достаточно, и другие активы, которые за ним подтянутся, они там будут распродавать и раздадут долги, тем самым понизив цену, тем самым, ну, вернув цену биткоина обратно к честной цене. Многие ждут там гэпы по 9 тысяч. Ребят, ну сейчас 9 тысяч, я такую цену больше не ожидаю. То есть вообще поход вниз, сильный поход вниз, как был, я больше не ожидаю. Где у нас? Следите, игнорируйте факт новости. Не просто так сиди сказал этот момент. Там патроновые проблемы какие-то, типа будут делистить. Опять его, да, будут делистить, но где? Его будут делистить на US. То есть ничего страшного, прям ничего глобально страшного пока здесь нет. Так. По АДА говорил. Stop to Flow, да, модель Stop to Flow. PlanB, известный трейдер, аналитик криптовалют, представил свою модель Stop to Flow вместе торговой стратегии. Согласно настроению, нужно покупать биткоин за 6 месяцев до халвинга и продавать за 17, да, после халвинга. То есть у нас как раз вот сейчас до халвинга и лучше его откупать. То есть это каждый раз было дно. И здесь, кстати, Uniswap выпустил свой кошелек новый. Америка. Так. Ребят, биржа BinX, они изменили это с телефона, это на айфоне, не знаю, как на Android где выглядит, но они изменили интерфейс, он стал гораздо удобнее, обратите внимание. Они сделали где-то позиции, да, какие у вас открытые, у меня бессрочные фьючерсы, открытые в лонг с хорошим, уже с хорошим процентом и переведены без убыток, и стандартные фьючерсы. Бессрочные фьючерсы и стандартные различия
именно для трейдера как лучше торговать? Вообще лучше торговать на стандартных фьючерсах, потому что вы каждую позицию отдельно от новой выставляете. Бессрочные фьючерсы, это я поставил по разным позициям, по 13 активов, и по каждому активу одна сделка. Просто я не могу сейчас, например, у меня актив биткоин открыт на бессрочных фьючерсах, и я не могу в шорт взять, а когда он вниз спустится, шорт оставить в безубытке, перевести в безубыток и открыть лонг. Я так не могу здесь сделать, потому что он просто забирает часть подушки из из этой позиции, которая ушла в плюс. То есть можно полностью только закрыть одну и открыть уже другую. А на стандартных фьючерсах каждая позиция открывается по отдельности. Поэтому изолированная маржинальная торговля на стандартных фьючерсах для трейдера это очень, это практически все. То есть вот у нас вот вверх, да, вышли, у нас здесь позиции лонг открытые, вверх вышли, здесь можно в шорт попробовать взять, то есть отдельно. Но этот лонг закрывать не стоит, потому что здесь шорт, который ты возьмешь позицию, это чтобы заработать именно в рамках вот этого паттерна, то есть спуститься к середине этого паттерна или к нижней грани, а уже отсюда думать, стоит ли продолжать шортить или эту позицию закрыть, подождать откат, еще взять одну позицию в шорт и пойти вниз. То есть, такое предположение, да, вот у меня сейчас вот этого накопления. Но пока мы торгуемся выше уровня 30346, я полагаю, у нас вот зеленый, да, выше лонг прилетит, ниже шорт прилетит, полагаю, пойдем выше. Причем на эту высоту этого паттерна еще. Как раз вот в район 30200. Вот он пока видится вот этот уровень. Просматривается. Так. И в общем, добавили вот такие две кнопки. И ниже тоже удобные вот эти стандартные фьючерсы. Это топ из стандартных фьючерсов, топ из бессрочных фьючерсов. Тоже смотрите на вот эти моменты. Когда биткоин растет, выгодно брать из топ стандартных фьючерсов, из топ этих инструментов, которые в топ приходят, выгодно брать позиции, тоже заходить. Вот если биткоин идет лонговый, атлант по биткоину показывает лонг, то и те позиции выгодно брать лонговые. Немножечко инструментов подобрал в лонг и смотрим, что дальше. Так, клевер не даст мне закупиться. Одну часть я откупил, и он дальше пошел расти к эфиру. Сейчас вернемся еще к эфиру, посмотрим. Так. Подписываемся к нам в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, ставим лайк к этому видео, подписываемся и оставляем комментарий. Благодарю вас за это. Приходите к нам на биржу BinX, торгуя через терминал в TradingView. Как BinX подключить к TradingView? Вот здесь внизу торговая панель, нажимаем, выбираем биржу, или если вы ее не видите, нажимаем все брокеры, выбираем биржу, нажимаем подключить, вводим свой логин, пароль, и вы можете прямо из этого терминала заходить в позиции. Здесь, скорее всего, кит будет распродаваться. Да, так получилось, что похоже на кита. Это я сейчас просто заметил. Даже вот 3,14. Это уровень Илона Маска, 3 API. Так. Forbes New ChatGPT PowerBot. То есть выпускают бота, делают или уже сделали. Ну, сейчас его подгоняют. В общем, под ChatGPT будет подсказывать. Там в нем будет вся информация, старая и новая. В общем, и этот ChatGPT будет подсказывать, как лучше поступить, да. Но опять же, ребята, это будет манипуляция, полная манипуляция, опять же, глобальная. Представляете, люди, которые не понимают, что делать, будут спрашивать у бота, который будет им подсказывать. Но это смешно. Надо следить и за графиком, и тогда получится.